вертолетной площадке. Вот такая у нас дорожка великолепная. Вот мы. Вот. Вчера остановились здесь, вот наша машина. Остановились прямо около родничка. Видите, он течет по водичке, ой, по дорожке. Течет вот туда, и там огромная гигантская лужа, которую проехать просто невозможно. Поэтому сейчас идем за Уралом. Наша машинка. Вещи выложили, сейчас оставим, поедем налегке за Уралом, приедем обратно за ними. До реки остался километр. Вот она, лилия саранка. Красавица. Очень много деревьев, которые я не знаю, какие странные. Потому что Хабаровск находится на широте Сочи. То есть, по сути, это тропик, субтропики. Вот, например, такое растение. Я его не знаю, надо будет уточнить, что это такое. Листья чистотела стопудовые, а цветки вот такие. Не знаю, что это такое. Обязательно уточню. Вот на Таволга, уже здесь отцвела совсем. Вот приехали в деревню Бриакан. Собака, привет. Привет, собака. Hilton Spine Resort. Вот вертолетное взлетное поле. Отсюда мы с Федором Конюховым улетали в 2011 году на Шантары. И сюда же прилетали. Спецтехника. Только с конвейера. Вон Рома ловит рыбу, уже пару корячков поймал. Это вот мы только что приехали вот на этом Урале. Сейчас собрали лодку, собираем вещи и отправляемся наконец в путешествие. Вот такая вот у нас речка. Как речка называется, Кость? Немелен. Немелен. Какая красивая речка. Замечательно. Вот отсюда видно или нет, скала горы полностью засажена лилиями. Желтые лилии красивые растут. Ну что ж, первую рыбу у нас уже есть. Вот она. Это называется ленок, малюсенький, по местным меркам. Для Монголии, в Монголии это самый большой был такой, а здесь это малявка. Вот здесь впадает речка Элька. Вон она, устье прямо. И вот там в устье большая яма и нерестилище тайменя. Очень хочется его поймать. Ловить мы будем на мышь, на искусственную. Это называется мышачить или мышарить. А вот и я. Привет всем. Вот он, костерок. Сейчас будем хрюсков жарить маленьких. Вот они. Вот они. Вчера вечером удалось поймать нам одного-то мешка, килограмм на 12. Ну да, а может и побольше, кто его знает, не взвешивали. Вот наша походная эстетика. Жареный хариус и картошечка. Вот она такая молоденькая. Вкуснятина. И, ну, естественно, по бокалу Хеннесси. О, прекрасный стол. Вкуснее не придумаешь, да, Костя? Отлично. Все, приятного аппетита. Вот, вчера свою камеру не взял, чтобы тайминг заснять. Вот линка заснимем. Вот вечером на мышку клюнул вот такая вот красавица. Эта рыба называется ленок. Вот
Вот глаз. Вот такие вот точечки. Когда он, да, красивый. Он когда полежит, он становится бронзовым. Так, как бы с чем-то сравнить? Спичек нет? Что, зажигалку нет у нас? Ну ладно, нет. Ну, короче, так-то килограмм даже максимум. Где-то так, да? А, ну вот ножик, да, чтобы сравнить. Вот что. Так, да? Да, вот. Питаться. Так вот мышку, да. Закусил ей и попался. Едем на вторую речку. Какой у нас 4-й день путешествия. Едем на Урале. Мы на реке Амгунь. 5-й день путешествия. Вчера весь день сюда ехали. Река большая. Едем за тайменем. Короче, до Ангуни доехали на такой залом, через который пройти не можем вообще. Вся наша широкая Ангунь перегорожена. Вот так вот, короче. Никак не пройдешь, приходится нам одну речку отменять и возвращаться назад. Значит, за крупным тайменем не получилось. Будем мелочевку ловить. Какая-то вроде протока маленькая нарисовалась, да? Ого, вроде есть протока. Проверка. Прорвались пока. Вот он памятник. Кость, скажи пару слов, что за памятник на камеру. Ну, этот памятник поставлен в честь женщин. Это перелет, когда был под руководством Полины Осипенко. Почему и поселок назвали Полина Осипенко. Вот они один самолет потеряли, ну и долго не могли найти. Потом уже, наверное, лет через 10 какой-то охотник нашел, там, естественно, остатки, что там осталось. Ну вот им здесь поставили памятник на берегу реки, чтобы было видно. Хотя самолет упал в нескольких километрах отсюда в море.
Ну это 30-х годов памятник? Нет, памятник поставили, наверное, уже позже, я не знаю, здесь это. Да, это самолет разбился, это в 30-е годы. Наверное, уже после войны поставили. Вот именно перелет, когда был, они вон там сели, и в этом месте поселок образовался, и назвали в честь женщины Полины. Полина Осипенко, да. Едем дальше. Вот ловить тайменя. Рыжим брюшком, умолистый. Илья, расскажи, где ты находишься? Короче, мы находимся на реке Нилан, да? Правильно? Да. Нилан, да. Приехали сюда ловить тайменей. Проехали сегодня много километров. Сейчас, пойдем мышачить, на мышь ловить тайменей. Вот, а завтра будем обламывать конкретно всю эту реку. Короче, пойдем вверх по течению. С плавом. Не, вниз по течению, с плавом. Ну, да, вниз по течению. Ну, кстати, вверх тоже можно сходить смотреть. А там залом. Там Непроходной. сразу же залом. Да, да. Ну, значит, вниз пойдем по течению. Короче, будем ловить таймень. Сейчас у нас еще есть несколько дней здесь на таймене. Ну, а потом поймем на более мелкую рыбу. Вот такой вот у нас вот такая палаточка офигенная вообще, классная. Там со светом, с примусом. Сушимся. Дождь был сильный, короче. Ну, короче, здорово. Сидим, короче, офигенно здесь. Чаек вот заварили. Вот он. Все, вообще, цивильно. Плывем по Амгуне обратно. 6-й день путешествия. Будем ловить там все подряд. Линка, горбушу, но без тайменя уже. Ну, может, мелкую рыбу удастся посушить. На Нилане не поймали ничего. Не было рыбы. Ну ничего, бывает. Очень красивая река Амгунь. Короче, сейчас староверы нам будут показывать, как обойти залом. Вот мы и встретили на лодке, они сейчас заведутся вперед, пойдут пьяненькие в умах. Угостили брашкой. Впервые я со староверами не только бухал, но еще и встретил в жизни. Тут 3 деревни, да, на Амгуне староверов? Да, не на Амгуне вообще, я знаю. Арсеньево на Анюе, там Владимировка возле Полины, здесь Тавлинка. 3 деревни в Самарском крае. Мы можем в полсилы вообще идти на этом моторе, наверное. Они медленно будут очень, наверное, идти, да? Не, мы, наверное, будем отсылать. Вин быстрее ходит. Да ладно. Вот эта 20-летняя фигня быстрее, из-за чего? А, ну не грузит. Ого! Вот они, ребята. Через БАМ. Точнее, БАМ и мост. А это его дублер же. Автодорога. Вот приезжаем в деревню Староверов. Интересные люди с бородой ходят большой. Каждый свои кружки, едят каждый свои ложки. Перехода мы приближаемся к нашей конечной точке. Оттуда нам еще 200 километров на машине ехать. До следующей речки. Надеюсь, что я не выполняю много больших подвигов.
Сегодня спали в машине на огромной переправе. Просыпаемся, тут дождь льет вовсю. Так в машине спать очень удобно. Полностью горизонтально расставишься на кроватке. Эта палатка — это кухня вообще. А под ней все наши вещи. С таким сильным дождем нам по реке нужно переплыть 55 километров. Смысла никакого нет. Придется ждать здесь, пока дождь не поутихнет. Но все равно на рыбалку никакой не будет. Это паром загружает дальнобойщиков. Паром через реку Амгунь, по которой мы переходили вчера 70 километров, но сейчас мы на 300 километров ниже по течению. Придется нам здесь ждать, пока дождь не поутихнет. 7-й день путешествия. Река Амгунь. Кажется, дождь начинается. Вот, приехали только что. И нас развернула полиция, спецоперация, ловят браконьеров. Сегодня ехать нельзя. Вот тогда мы поехали в заливчик, будем ловить сегодня щуку. Вот такой прекрасный горный ключ бьет чистейшей водичкой. Вот какой красивый. Ну, ничего страшного, половим щуку. Здесь активный нерест горбуши в данный момент. Ее здесь очень-очень много. А также здесь огромный трофейный ленок. Его-то мы и будем ловить. Вот наш 8-й, уже 9-й день, я уже за счет сбился. Самая потрясающая речка, очень красивая, на которой ночью ловится огромный ленок, гигантский. Вот это вот, это пример маленького леночка, из которого сейчас будет уха. Очень жирный. Ленок — это предлососевая рыба, почти лосось. Ну, икра у нее как лососевая. Не по вкусу, он такого же вкуса, почти. Сегодня утро, и сейчас мы будем есть из него уху. Конечно, ликам поймали больше, но остального отпустили, потому что что с ним делать? Но сегодня уже начнем заготавливать рыбу для копчения, для того, чтобы с собой чуть-чуть что-то увезти. Итак, вот она готова ушиться. Жирненькая, вкусная. Так, ну что, Кость, наливай ушицу. Так я до картошки долезть не могу. Будет рыбный суп пока, блин. Ну, сначала линкатора сожжем, потом картошку. Да, я не могу долезть просто. Вкуснятина. Отлично. Вот она ушица.
Опа, есть. Леночек. Вот он. Красивый. Маленький, но приятный. Отпускаем ее? Да, да. Не нужен, да. Все, гляди, вот такая красивая рыбка. Рабочий и еще и икринка. Не хочется икринку добавить? Она как... А, я выбор, понял. О, хороший леночек. Вот это другое дело. Давай-ка его. Вот красавчик. Будем брать ключи. Ну что, а что, на заготовку? Нужно. Нет. Засаливать, да? Или с него сделать хе, может быть. Вот хороший, килограмма 1,5-2, наверное. Даже за двушку, видишь? Отлично. Но вчера был побольше чуть-чуть. Ну да. Маленький. Опа. Иди ко мне, сказочка. Ой, это ж горбуша. Горбушка, да. О, Горбуша. вот так. Вот так, первая горбуша. Ты можешь определить, самочка это, да? Пока не вижу, похоже, самочка. Давай сюда. Сможешь ее бросить в садок? Я придержу вот так. Почему? О, горбуша. Ну вот. И горбуша есть. Прекрасно. Да редко попадает. Ну да, видишь, только сказали, что не хочет клевать. И тут же именно она и клюнула. Ну вот таких штучки 4, у нас икра есть. Вот он разделанный хариус. Сейчас к нему добавляется васаби. Не, мы сейчас его мелко вот так вот кусочками чик-чик-чик. Можете его еще попробовать развалить по хребту. Или... Ну, Да так не и надо, делали, не надо, не чик-чик-чик. надо развалить. Нормально, отлично. Селедка. Да, вот так. Все. Васаби. Соевый соус. Соевый соус уже вместе с чили с добавлением. Да. То есть все получается, и перцы. Загрузка хариуса. Смесь полученную. И через полчаса он будет готов. Самое вкусное, когда всю ночь настоится. Это вообще... Сейчас немножко соуса добавим. Можем оставить и побольше его настояться, чем полчаса. Посмотрим. Все прекрасно. Так, сейчас будем готовить леночка. И из него у нас будет хе. Сначала нарезается филе, а потом замачивается в уксусе. Получается очень вкусно. Через полчаса можно есть. Но лучше чуть попозже. Вот что стало с ленком. Сейчас сюда добавляется уксус и соль. Вот финальный процесс приготовления хе. Так, после уксуса, эссенции уксусной туда постоял, посолили. полчаса постоял, посолили, поперчили и добавили луковицу. И теперь еще чуть настояться, да, должны? Да. Сколько еще настояться? Сколько угодно. Да. Чем дольше, тем лучше. Ну, Тем отлично. вкуснее будет. Даже уже выглядит аппетитно. А вот горбуша с красной икрой.
Игра подлежит засолке и немедленному съеданию. Уничтожение. Да. Конечно, и немного, но на пару ложек. Итак, вот наш скромный ужин рыбацкий, точнее обед рыбацкий. Красная икра полностью готова, жареная горбуша, хе и сашими, и рис отварной. Вот такая вот скромная, но очень вкусная трапеза. Ух. Отлично. Небольшой, конечно, но прикольно. Так, это мы берем или оставим? Так, в принципе, можно его на это вот, взять на, как его? Для фольги, да? Да, для фольги. Пойдет. Отличный, да? Да, 2 килограмма прям чувствуется. Супер большой, но... Самец горбуши. О, красава. Вот он, самый вкусняшка. Именно за горб попался. Вот он. Про что я тебе говорил. Да. Надо же, что-то ведет какой-то этот. Маленький, но Хорошо, если смотри, прям в этот. четко в горб, жир. Да, вот это будет вкуснее, чем самочка. Кстати, а если его сделать в этой фольге, наверное, вообще ништяк будет? Ну, Лучше пожарим. Лучше пожарим, чтобы жир выжарился. Да. Все. Красава. Смешной такой, блин. Зубастый. О, молоки мощные. Молоки не ешь, нет? Одна ушла уже. Ну-ка, что тут? Опять жир. Они еще целые молоки. Целый абсолютно, да. Одиннадцатый день путешествия. Едем на рыбалку. Вчера рыбалка была очень успешная. Ловился очень крупный ленок. Я поймал крупных ленков от 3 килограмм каждый. Это мои рекорды личные. Таких еще никогда не ловил. Итак, сегодня 11-й день. Мы опять едем на крупного ленка. Будем ловить вот здесь вот на плесах. На крупную блесну. Будем надеяться, что сегодня поймаю еще крупнее. Но посмотрим. Бог даст, повезет. Погода испортилась немножко. Вот помимо ленка мы ловим огромное количество хариусов. Вчера поймал несколько горбуш. Поели уже и икры, и самца горбуши пожарили. Так что набор рыбы у нас тут потрясающий. Вот так вот. Ну все, начинаем. Будет рыбалка, буду снимать. Вот это хариус. Вот он здесь с красным пером, и с красными прожилками, или с рыжими. Вот нижние плавнички такие красивые. Потрясающая рыбка. Вот сейчас с этим хариусом сделаем абдир. Свежее мясо, слегка маринованное. Отлично, молодец, что уж.
попался, ну, леночек. Маленький. Итак, очередной у нас ужин готовится. Тут великолепная горбушиная корочка, уже готова полностью. И харюсовый абдир. Харюсовый абдир, вот он в лимонном соке сейчас замачивается. Сейчас осталось добавить туда к нему только соль и перец. И это будет страшная вкуснятина вообще, потрясающая. Так, вот это вот у нас лимонник в сахаре. Очень вкусная и полезная штука. Так, ну все, короче, садимся за ужин. Осталось отдыхать там 2 дня.